Ayurveda? Apart from these two people, four of you know anything about Ayurveda? Кроме наших вот старых знакомых, кто из вас что знает про аюрведу? Ну, только то, что нам Наталья рассказывала. Наталья told us some things that we know. Okay. What do you know? А что конкретно? Что типа людей делятся по дошам. Ну, в принципе, я ходила на ваши лекции I also и visited изучала some of your аюрведу classes с точки зрения массажа, питания. То есть у меня есть studying представление. Ayurveda according to Но я принимаю любую dietetics and возможность massage. узнать еще что-то новое But от I'm людей, ready которые to владеют этим знанием. know something, Изменить some своей more жизни. and change something in my Улучшить life. свой. Okay, so in general, like Ayurveda is it's Indian system of medicine, of course, И вот в общие такие понятия. developed Ayurveda это around 5,000 years ago. 5000 лет More than назад, 5,000 years ago. не менее чем 5000 лет назад появившаяся система медицинская из Индии произошла. So, in short, it's a comprehensive system that places equal emphasis on the body, mind, as well as spirit. Если коротенько сказать, то это система, которая охватывает целостный подход, имеет, она охватывает ум, тело и также дух. And also, it tries to restore the innate harmony or innate immunity of the individual, rather than adding in chemicals to the body. И также она, как бы основное направление аюрведы, то, что она пытается восстановить внутренний иммунитет, внутренние силы организма, а не то, что добавлять какие-то химические элементы извне. Because everyone is born with an innate immunity or innate harmony. Это внутренняя гармония или внутренний иммунитет, каждый с ним уже рожден. So, by taking chemicals or whatever bad food, И когда мы принимаем какие-то химические лекарства или неправильную пищу, we are making an imbalance in our body. мы создаем таким образом дисбаланс в нашем иммунитете в теле. So, Ayurveda helps to bring back to its innate or that natural harmony of that individual. И аюрведа помогает восстановить этот внутренний иммунитет или внутреннюю гармонию личности. So, do you know what the word Ayurveda? It's a combination of two words, Слово аюрведа состоит из двух слов. Вы знаете ли вы, что это Ayush означает? and Veda, Аюш и веда which means the science of life. означает наука о жизни. So, Ayurveda is more a lifestyle, Аюрведа это offers больше a more lifestyle than a treatment, образ жизни, чем просто какое-то лечение. because it involves two phases, like the maintenance of the health of a healthy person as well as treatment of the diseased person. То есть есть две категории. Это поддержание здоровья у здорового человека, и второй момент это лечение человека, у которого есть какие-то проблемы, заболевания. And for the first part is given more importance, like the maintenance of a healthy person, which includes all the prevention from diseases to be taken every day, based on seasons, based on age, everything. И вот в первой части уделяется даже больше внимания на поддержание здоровья уже здорового человека, то есть какие-то превентивные меры, принятие каких-то препаратов каждый день в соответствии с временем года, с возрастом человека. So it's actually a huge science, because I took almost 10 years to study, to talk in front of you. So I know it cannot be conferred to you in this 1 or 2 hours. Это профилактика, это очень такое глобальное знание. Я 10 лет его изучала, и чтобы вот сейчас здесь перед вами говорить, то есть за пару часов все, конечно же, не расскажешь. So I help you in some of the women's problems. И вот я вам помогу, скажу что-то, что касается женских каких-то проблем. So I hope everyone of you knew there are 3 life energies as per Ayurveda, Vata, Pitta and Kapha. Надеюсь, все вы знаете, что есть 3 жизненные энергии, Вата, Пита, Капха. No, everybody knows, right? Слышали, да? Anya, you too? Аня тоже? Okay. Хорошо. So we have just started, okay? Ну, только начали. So this Vata is one of first life energy, which involves all the senses of more action or motion of action being happen in the body. Вата это первая из этих жизненных энергий, и с ним связаны все движения в теле.
While second one is pitta, which includes all the digestive and inflammatory procedures happening inside the body. Пита, она отвечает за все пищеварительные, метаболические процессы и также воспалительные процессы в теле. And kapha is all the nurturing or bondage being happened in the body, and all the solid mass in the body is a component of kapha. И капха отвечает за все питание в организме, за все связи и также за все такие твердые как бы массы в теле, самого тела. So, do you know the definition of health? Знаете ли определение, что такое здоровье? What is health? Что такое здоровье? Anyone? Кто-нибудь? Это состояние полного социального, физического, ментального. She used it in the class. Yeah, it's an equilibrium state where all the not only the body is free from diseases, but it's a equilibrium where the mind, body, spirit, everything is in a harmony with each other. Very important. Harmony with each other. Здоровье это не просто отсутствие болезни, а это уровень равновесия, когда наш ум, эмоции и тело, они находятся в гармонии друг с другом. So it's not just in the absence of disease or in the absence of infirmity. Отсутствие Infirmity like handicapping, absence of any handicapping. No handicapping. Handicapped. Like with any deformity? Okay. Like trauma? No, like person born with Improper. any deformities. То есть это не просто какие-то заболевания или каких-то патологических особенностей. So now how many of you think like we are healthy? Pardon? Now how many of you think like I'm healthy? И теперь кто из вас считает, что я здоров? Mind, body, spirit, emotion, everything. Что наше тело, Yes. тело, ум, дух и эмоции все в равновесии. So Ayurveda helps to bring back all these into which one is deranged, bring back all these into harmony with everyone. Аюрведа помогает этому этой гармонии, равновесию восстановиться, если какой-то из элементов он выпадает или неправильно положение. So those who are coming for treatment or consultation to our Ayurvedic center, И те, кто приходит там на консультацию, на лечение, not only give them medicine, не только даем им лекарства, просто first tell them to correct the diet according to their constitution and according to their present situation. First thing is correction of the diet. в первую очередь мы предлагаем скорректировать диету в соответствии с их конституцией, с их образом жизни, с положением нынешним. Because it constitutes the 50% of the treatment. Потому что это составляет 50% лечения. Next 25% is what is pertain to mind and emotion. Следующие 25% это что касается ума и эмоций. Correct it through yoga, of course, pranayama, meditation, based on what the problem they are having. И этот аспект он корректируется с помощью йоги, пранаямы и медитации в соответствии с тем, какие проблемы у человека есть. And the last 25 part is only pertain to medicines and external procedures. И оставшиеся 25% это вот туда входят лекарства и процедуры. But none of them will work alone. Но ни один из этих аспектов он не будет сам по себе работать. So a combination of all these three, like proper food, этих трех proper вещей, exercise and sleep, правильное питание, правильный сон и физическая нагрузка, with medicines which are of course herbal, which is very homologous with our body constitution, лекарствами, которые все на травяной основе и которые гармоничны с нашей конституцией тела, will work together. все это работает в комбинации вместе. Understood? Понятно, да? So this is the basic treatment style of Ayurveda. И это вот фундаментальный такой метод лечения в соответствии с аюрведой. And also Ayurveda give much importance to the a concept called as Agni. И также аюрведа большое внимание очень уделяет такой концепции, как Агни. Which is the digestive fire. Это пищеварительный огонь.
not only the food metabolism, Но это касается не только метаболизма пищевого, all the cellular and the tissue level metabolism happening in the body. но всему метаболизму, который проходит на клеточном и тканевом уровне. So if the metabolism is correct, the body metabolism is correct, Метаболизм в теле функционирует правильно, всё nothing хорошо will get работает, deranged from the body. то тогда никаких отклонений не будет. So all our Ayurvedic dietetics, Ayurvedic treatment, Ayurvedic panchakarma, whatever it is, all these are based on the correction of this basic cellular metabolism. И вот все направления в аюрведе, диететика, лечение, процедуры, панчакарма, все это направлено на то, чтобы скорректировать метаболизм в теле, вот этот агни. And persons who are very healthy, И здоровых людей, based on their prakriti or constitution. Do you know about prakriti or constitution? слышали вы про пракрити или конституцию? Have you heard of? Слышали? So every person is individual, right? То есть каждый Everyone is человек, different from он each other. отличается друг от друга, все мы обладаем индивидуальностью. So in modern we can say it as genetics. На современном языке это называется генетика. So Ayurvedic genetics is what is called as prakriti. А на языке аюрведы генетика называется пракрити. It's a unique body constitution which is conferred to you only, Это уникальная конституция тела, которая принадлежит как бы одному человеку, based on the combination of predominance of these three life energies, Vata, Pitta and Kapha. и она состоит из комбинации вот этих трех жизненных энергий, вата, питта и капха. So persons who are very healthy То есть индивидуальная комбинация. И вот если человек очень can find здоровый, out their prakriti то у него выясняется, какая у него пракрити, and they can adopt the food habits и в соответствии с ней этот человек может правильные привычки в and пище type of принимать exercises и в физической нагрузке выработать according to their в constitution соответствии со своей личной конституцией. so that they can maintain their health. И тогда можно будет поддерживать здоровье. Understood? Понятно, да? So these are the two aspects, maintenance of health as well as treatment of the disease. И вот эти два момента, которые мы обсуждали, поддержание здоровья и лечение заболеваний. Now we can go to our gynecological part. А теперь перейдем к гинекологической части. Yes? Хорошо? So everyone knows something about Ayurveda now. И теперь у каждого есть какое-то представление о аюрведе немножко. So I have gone through some of the most common gynecological problems we women face. И Women's face. и вот мы Face поговорим, by women. мы говорим о самых распространенных проблемах, с которыми сталкиваются женщины. So, so mainly first one, dyspareunia. You know, No. it's painful intercourse. Painful intercourse, sexual intercourse. Первое называется Дисфаруния. дисфаруния. Это Painful. близость, которая сопровождается болью. So we can go to what are the reasons for that. Можем судить, каковы причины этого. So all the gynecological problems will have some underlying causes. То есть все гинекологические проблемы, они имеют какие-то более глубинные причины. So the treatment is mainly based on correcting that underlying cause. И лечение, оно основано на том, чтобы как раз скорректировать или вылечить вот эти вот скрытые причины. But along with that, we can take some home remedies Но as an emergency treatment. вместе с этим есть какие-то домашние методы, которые можно применять, чтобы помочь лечению на внешнем уровне. So everyone is very interested in home remedies, right? То есть всем интересно, да, что можно дома использовать. Rather than go to a doctor, we can do some emergency help at home. It's very best. Скорую помощь мы себе можем оказать дома, что-то очень хорошее. So the underlying reasons for dyspareunia is, first one is an thickened or undilated hymen. That muscle in the vagina. Thickened or Undilated. It's not undilated. It's not dilating there. In the vagina, when there is a hymen or membrane, when it's not dilating, you will get very painful intercourse. То есть это уплотненное или
недостаточно эластичная мышца, которая находится вот в вагине. And when the opening of the vagina is very small, Или когда размер вагины сам очень большой, and if there is any infection, of course, some Mhm. candidiasis or any type of bacterial infections, или какая-то бактериальная pelvis. инфекция существует, any cyst in the ovary, ovarian cyst, или заболевание яичников, cyst, cysta, да, Cysta. Мгм. and any in the uterus, if there is any myoma or Миома в матке, some prolapse of the uterus, like descending of uterus. опущенная матка. And of course, there is any hormonal problem which causes dryness of vagina. Или какие-то гормональные проблемы, которые ведут к иссушению вагины. And when the position of the uterus is not correct and it's retroverted. Или неправильное положение матки. And of course, the last and the very important and the usual reason, mental tension. Mental tension. И последняя причина, это самая распространенная и самая частая, это напряжение ментальное. Any mental stress Любой can ментальный cause стресс может привести very painful sexual intercourse. к очень болезненному Because близости. It is happening unknowingly because it's an inner stress happening to your mind, which is not knowing. То есть это Whatever can be the происходит stress, it's personal stress, job stress, неосознанно. whatever kind of stress can reflect at that Это time. может быть любой стресс, unknowingly. внутренний, какой-то личный или связанный с работой, как-то неосознанным, мы сами это не понимаем, но он может к этому приводить. So ladies who are experiencing such problems should find out what is the underlying cause or reason for this. И женщины, которые сталкиваются с этой проблемой, они должны в первую очередь выяснить, какая причина за этим стоит. You can find out like whether is there any reason where I'm having. То есть можно вот по этому списку пройти, посмотреть, является какой-то из них причиной моей проблемы. And if it is some structural problem, please correct through medical treatment. Если это какой-то проблемы на структурном уровне, можно обратиться за лечением. And other alternatives like relaxation exercises for the vaginal muscles, for the perineal muscles. Альтернатива, то есть если это не связано со структурными какими-то проблемами, то это могут быть упражнения. Especially people when you are doing yoga, it's very easy, all the yogasanas Расслабляющие, то есть и многие асаны йоги, which help for the relaxation of the vaginal muscles помогают расслабиться мышцам вагины. can be introduced. То есть можно делать такие вот So асаны. for you or for any of your Для вас, friends для or ваших relatives, друзей, anyone is для experiencing, because родных, you are которые practicing yoga, сталкиваются с you этой can проблемой. advise them То есть some вы вот занимаетесь asanas йогой, вы можете посоветовать which им is какие-то helps to асаны, relax the pelvic floor muscles. которые помогают расслабить мышцы малого таза. Any stretching asanas. Какие-то вот асаны на растяжку, Whatever be the например. asanas. Okay. So, and very important, И важный момент, if it is a mental tension, если причиной является ментальный стресс, practice напряжение, breathing exercises or any type of pranayama, which Nadi Shuddhi pranayama is the best one. очень хорошо помогает дыхательные упражнения, пранаяма, which one? Nadi Shuddhi. Надиши. You practice pranayama here? Вы занимаетесь, да, пранаяма здесь? Надишохана мы здесь не делаем пока. Вы с вами не делаете. Okay. Okay, so you can practice breathing exercises like pranayama То есть можно делать, вот, чтобы снять ментальное напряжение, дыхательные практики, or пранаяма, Kapala Shuddhi. капала, шутки, Any type of breathing exercises which любые is apt упражнения for your condition. You дыхательные, can go to a personal yoga которые trainer. подходят лично для вас, то есть вы можете обратиться к личному тренеру по йоге. So mental tension can be relieved in that way. То есть таким образом можно снять ментальное напряжение. And your at home remedy you can do, you can put a tampon like tampon put dipped in an oil. Especially if you don't have any oil, please take sesame oil or the best oil we can get Dhanandaram oil from any of the Ayurvedic center. И вот дома что можно сделать? Можно взять ватный тампон и поместить его в вагину, он должен быть смочен
маслом, если нет какого-то специального масла, это может быть кунжутное масло или масло Дханвантарам, которое можно тайлом It's the best for the women's problem. Для проблем, которые бывают у женщин, его можно приобрести в любом юридическом центре. Any center you can buy that. Take a cotton ball, dip in it, make into a tampon form and just insert into vagina. Keep it for some 45 to 1 hour. Then you can take it away, so it will smoothen the muscle, relaxes the muscle as well as maintains the strength of the muscle. То есть вот этот ватный тампон, он смачивается в масле, отжимается, принимает форму тампона, включается в вагину и поставляется там на 45 минут или на час, и он таким образом помогает как бы сделать мышцы более гладкими, мягкими, в то же время сохранить их силу и форму. Еще раз, как называется масло? Дханвантара. Dhanvantara. Tailam. Тайлом это масло. Oil. Дханвантара, да? Масло нужно подогреть. Дханвантара. Дханвантарам. Yeah. Should it be warmed up? If it is warm, it's good. Like light warming, like maintain, like the body temperature. Same as the body. Not be heated, Не горячая, а как температура? warm as the body temperature, little above the body temperature, some 37-38 degrees. 38 градусов, нормально, хорошо. So that you can buy it, or even if you don't have this Dhanantram Thailam, please go for sesame oil. Если не можете купить Дханвантарам тайлом, можете использовать растительное масло. That also А will. такое упражнение, как мулабанка, в таком случае поможет? Мулабанка, Mulabandha, it depends upon the condition of that. Зависит от состояния человека. Like if not for everyone, and Mulabandha Не каждому подойдет. for dryness and all, it won't help. Не But поможет при пересушивании. but it's good if the uterus is descending, or in the case of uterine prolapse, Mulabandha is good. Она хорошо помогает мулабанка, если опущена матка или если пролапс. In case of anything with other problem, А что касается других проблем, Mulabandha won't help much. But то она for- сильно не поможет, for но uterus descending prolapse, it's the она best. очень хорошо помогает вот при опущенной матке. Например, при молочнице можно ли использовать это масло? Молочницы, I'll come to you. Is it Candida. Кандидат, can the oil be used? No, in no, this no, case? no, no, no. Нет. I will come to leukorrhea. Мы к Okay. ней придем еще попозже. Leukorrhea, we have some other thing. Look for, especially for persons who are having leukorrhea, they don't have first thing dryness of the vagina. They'll be always secreting. То есть у людей, у которых есть лейкория, вот это кандидатский, Yes. нет проблем с иссушением матки, потому что все время выделение. Secretions. So in that case, don't put oil. В этом случае масло не используется. It's the case, put oil. You can put a tampon in case of muscle when there is the muscle is not relaxed. When there is dryness of the vagina. Тампон используется, когда мышцы не расслаблены, когда пересушена вагина. So if there is any local problem, И какие-то вот местные проблемы, когда for мышцы не relaxation ровны. of the pelvic floor muscles. Для расслабления мышц малого таза. For leukorrhea, should do something else. А I'll come to когда it. заболевание, тогда что-то другое нужно делать, мы будем позже говорить об этом. So the second problem is pelvic pain. Usually we feel pain around any of the pelvic area, right? Tail pain somewhere here, but we can't find out what the exact reason И is. следующая проблема, которую мы обсудим, это болезненные ощущения в области таза. Может быть, с любой стороны, и мы не понимаем, что это такое, почему. So in this case, it can be any reason from any of the gynecology, from maybe ovary, from maybe fallopian tube, from maybe uterus, from maybe vagina, from any of the part. That can is a reason from any of the part. Может быть, может исходить из любого органа женского, либо это матка, либо яичники и так далее. But it usually happens physiologically also in case of ovulation. Обычно это может происходить в момент овуляции. Whenever there is ovulation, feel some discomfort or pain somewhere. Some people feel so. Некоторые люди испытывают дискомфорт во время овуляции или боль какую-то. So
persons who are ladies who are having such problems intermittently. Intermittently. Или женщины, у которых есть эти проблемы, повторяющиеся, как бы постоянно. And when such pain comes, Когда вот эта боль возникает, you have a hot water bag. Hot water bag. Okay. Please take a hot water bag, fill it with hot water, and apply from abdomen to the thighs. то есть Like to можно comfort грелку тогда использовать и сохранять ее в области от живота до бедер, чтобы тепло присутствовало в этой области. And do everybody knows about Pavanamuktasana? А знаете Паванамуктасану? No? Stretch your leg close to the chest. Выпрямляем, То, что мы лежим на делаем, спине, когда мы выпрямляем ноги, Both legs. обе ноги. Yes. Как называется? Pavanamukta asana. It means Паванамуктасана. releasing of vata. Дословно переводится освобождение ваты или воздуха. So because all the pain, all the gynecological pain, all the ladies' pain, the main reason behind it is the provocation of vata. Основной причиной всех проблем гинекологических болей является вата. Because Acharya have a saying like Nahi vata trade yonir vanidanam pradoshiti, which means Это санскрит ачарьи говорят, without vata no problem, gynecological problem happens immediately. мудрецы говорят, что у женщин без ваты не будет никаких проблем гинекологических. So for pacifying vata, И чтобы успокоить вату, we have to do everything which is hot. нужно делать все связанное с теплом горячим. So that is why this hot water bag acts. И поэтому как бы действует вот эта грелка. And in modern sense, И что касается современного scientifically saying, it will increase the circulation of that area. с современной точки зрения научной, это помогает улучшению кровообращения в этом. When there is any application of hot, it increases circulation. Когда тепло куда-то прилагается, то это улучшает кровообращение. So that's why always telling, eat hot food, eat warm food, drink warm water. И поэтому мы в аюрведе всегда говорим, пожалуйста, кушайте теплую еду, пейте теплую воду. Don't drink don't drink cold foods, don't drink cold drinks, don't drink ice cream, and no aerated and like Sprite, Coca-Cola, all those И things. Please поэтому мы don't drink. рекомендуем, не ешьте холодную еду, не пейте холодные напитки, не пейте газированные напитки. So applying of this hot water bag as well as doing Pavanamuktasana will help to relieve pelvic pain very easily. То есть очень легко избавиться от боли в области таза, помогает эта теплая грелка и по асана Паванамуктасана. So persons who are practicing yoga, please do it regularly, you will not get all these problems. И люди, которые занимаются йогой, как вы, пожалуйста, делайте регулярную асану, тогда у вас не возникнет этих проблем. So next is our menstrual problem. Следующее это менструальные проблемы. So how many of you have a premenstrual syndrome? У кого из вас есть менструальный синдром? Yes. So premenstrual syndrome occurs both physically as well as emotionally, То right? есть он возникает как на физическом, так и на эмоциональном уровне. There will be some aches and pains in the body, feeling uneasiness, Какие-то боли в теле, мы чувствуем какое-то неудобство, нелегкость. emotionally someone will be very angry, No. someone will be very depressed, feeling of Что crying. касается эмоций, кто-то очень сильно злится, So it кто-то depends в upon- депрессии, плачет. Upon their prakriti or constitution, as well as at that time what is the predominant dosha in И them. это связано с конституцией нашей изначальной, также с тем, какая дождь сейчас преобладает. So persons who are having like an increase of pitta Если у человека увеличена пита, will be very angry, very очень aggressive, very очень агрессивным, everything very high. гневливым, все вот это на высоком уровне у него будет. While persons who are having increase of kava А у человека, у которого увеличена кафа, will be very depressed, Он very будет sad, have a депрессив. crying mood. грустное настроение, поплакать. Understood. So Понятно, да? depend at that time.
То есть See, зависит от if it этого. is this В это side время, kava, you will have all these problems. если If it's pitta, aggressive and very если angry. капа, то может депрессии, если I think пита, most то of the people belong to this гневливые. group. Я Aggressiveness, думаю, что angry, right? большинство людей, они как бы в агрессию, да, впадают в такое лечение. No? You are on the kava side. По очереди. You are on pitta. По очереди. I have both. Okay, so she her pitta and kava is imbalanced. Значит, пита и капа не в балансе. Okay, so usually we have tension, uneasiness, Обычно мы anger, испытываем напряжение, беспокойство, some usually гнев, headaches. You feel headache головные often, боли могут быть. and in someone pimples also. А у некоторых даже прыщики Right? появляются. So anyway, I have included some of the cosmetological problems also. У меня здесь включены также косметологические аспекты, как с Okay. проблемами бороться. So, and also regarding menstrual problem, right? Some will have lack of menstruation for long, some will have a prolonged menstruation, some will have intermittent menstruation. Что касается So many менструации, у кого-то problems. может быть слишком короткая, у кого-то слишком длинная, у кого-то с перерывами, много разных проблем. Like some spotting irregularity. Here now, main problem is irregular menstruation. Основной сейчас момент это нерегулярная менструация. So a normal we should have a 28-day cycle. Обычный цикл длится 28 дней. So whenever plus 3 or minus 3 is normal. Плюс-минус 3 это нормально. So apart from that, whenever you are having a prolonged menstruation, like so что- heavy prolonged cycle, Вне этого, то есть слишком длинный цикл, you should find yourself that you are going to have some hormonal problems. то мы можем понять, что этот человек, у него, скорее всего, будут проблемы с гормонами какие-то. So for anyone having this kind of problems, И вот если у человека есть такие проблемы у женщины, it can correct it with some of your diet and regimens. то можно это скорректировать с помощью диеты и режима. So in that case, drink plenty of lukewarm water. Luke means boiled warm water, not окей. like that. В этом случае нужно пить достаточное количество теплой, то есть на уровне температуры тела воды, Then reduce the intake of salty, spicy and savory foods. и надо уменьшить употребление соленой, кислой и острой пищи. And try to avoid foods which are fatty and like deep fried food. И стараться избегать жирной пищи и жареной, Try to take more vegetarian food. стараться соблюдать вегетарианскую больше диету. And food which are more rich in proteins И пищу, которая богата Iron. протеинами, and calcium. то есть белком, железом и кальцием. So lady who are having any of the menstrual disorders, try to include food which are more in iron, calcium and protein То rich. есть женщин, у которых такие проблемы с менструацией есть, нужно занимать пищу, которая богата белком, железом и кальцием. But it doesn't mean that it's only sour milk product. Но это не означает только There are кисломолочные so many продукты. other products Есть много разных других which are very продуктов, much compatible with the body. которые очень хорошо подходят телу, Okay, because all the sour milk products are more predominant in sour taste as well as salty taste. потому что большинство кисломолочных продуктов в них преобладает как кислый, так и соленый вкус. So, do you know about the six tastes in the food? Вы знаете, что пища обладает 6 вкусами? 6 tastes? 6 вкусов, знаете? What is it? Какие назовем? Slug, Сладкий, saloni, горький, острый, sweet, вяжущий. Yes. So this 6 tastes 6 вкусов. should be included in the food, not only sour and salty Должны or быть not sweets. включены в We are пищу. always avoiding. I think the diet here is always avoiding the other three, like То есть bitter, у нас- pungent and У нас astringent. обычно пища вся, она кислая, соленая или сладкая, а вот эти остальные 3 вкуса, острый, горький и вяжущий, они как бы отсутствуют практически. Because Местной if we take the 6 taste intake food only, our health is maintained.
То есть если пища обладает всеми 6 вкусами, тогда наше здоровье легче поддерживается. Because we know all the elements in the nature is of Panchamahabhutas. То есть мы знаем, что вся природа, все элементы, они называются панчамахабхута, все состоят из этого. We are also made of Мы Panchbhutas. также состоим You из know Panchbhutas? панчабhuты. Знаете панчабхуту? Earth, water, 5 fire, элементов. air, ether. These are Panchbhutas. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это 5 основных элементов. So, we are Panchbhutas. Мы состоим из них. The food we eat are Panchbhutas. Пища, которую мы едим, тоже состоит из 5 самых элементов. All the 6 tastes are a combination of Panchbhutas. И все 6 вкусов, они являются комбинацией этой панчабхуты. And if you take only 1 or 2 tastes, А если вы кушаете пищу, которая обладает только одним или двумя вкусами, that will cause the aggravation of that particular Panchbhuta only. это приведет к возрастанию вот этих конкретных элементов, которые состоят из этих вкусов. So, for example, if you are taking only Например, sweets, если вы сладкое едите, that cause for the accumulation of the earth and water. это приводит к увеличению земли, элемента и воды. So, all other 3 Panchbhutas А остальные 3 панчабхуты, are deficient in the body. их недостаток в теле возникает. So, that itself И таким образом will cause for the imbalance of это ведет к дисбалансу Pitta and Vata. питы и ваты. Because these sweets are analogous with Kapha. Потому что вот этот сладкий вкус, земля и вода, они связаны с капху. Because this Kapha is also the same combination of water and earth. Потому что капха, она состоит из той же комбинации земли и воды. So, this Kapha will accumulate in the И body. таким образом капха будет аккумулироваться в теле, And also depletion of Vata and Pitta. а вата и пита будут снижаться. So, everything is in the case. So, I'm just giving an example of Просто я вот sweets. такой пример привожу на сладостях. If you take sour, it's also the same. А если вы только соленое едите, то, The people who are taking only yogurt or kefir например, or люди, которые smetana, едят все время йогурт или сметану, what will happen? что произойдет? Only sour and salt are the thing which is taken. То они, получается, поднимают только соленый и кислый вкус. So what happens? Что будет? Fire and water will get accumulated in the body. В теле будет увеличиваться огонь и вода, эти элементы. So pitta will aggravate. Пита In будет short. в короткий промежуток времени, она сильно вырастет. So this is the case with every taste. If you're going on taking one taste only, И это касается любого вкуса. Если в вашей диете преобладает только какой-то один вкус, that will cause the aggravation of that particular Panchbhuta in the body. то это приведет к возрастанию этой конкретной панчабхуты, 5 элементов, какого-то из 5 элементов в теле. That will ultimately lead to very different kinds of И diseases в конечном in different person based on their prakriti. итоге это приведет к разным заболеваниям человека в зависимости от его изначальной профессии и конституции. So that's why I said very important. Diet is one of the main important aspects of our treatment. Поэтому я говорю, что диета является одним из самых важных аспектов нашего лечения, выявления. So that's why in case of persons who are having pelvic pain, И поэтому, когда у женщин Ladies. существуют болезненные ощущения в области таза, try to reduce the use of salty, soury, spicy food. старайтесь уменьшить употребление соленой, кислой и острой пищи. So in that case, especially during menstruation, as Ayurveda says, И в этом случае, особенно что касается менструации, как говорится в аюрведе, it's very important to maintain the cleanliness. очень важно поддерживать чистоту. Try to change the napkin every 4 hours. Старайтесь менять прокладки каждые 4 часа. And ladies who are especially using tampons, Особенно женщины, которые используют тампоны, it's not a healthy practice это не очень здоровая практика. because usually, like as we say, gravity, like there is a tendency of this blood to flow outside. То есть есть тенденция кровь, она с силой притяжения, действует таким образом, что она вытекает, But you are arresting it with something on its pathway. а мы как бы приостанавливаем ее путь, что-то препятствие выдвиганию пути крови, выхода ее. So one thing, there is more chance of getting any bacterial or
fungal infection. Это увеличивает возможность проблем с заболеваниями бактериальных каких-то или инфекций. Second thing, more chance of getting endometriosis. И второе, это увеличивает возможность возникновения эндометриоза. Because this particle, endometrial particle, because it's not shedding outside, it will go and stick into other parts, any other part of our either endometrium. Endometrium. It's an endometrium in Russian. So endometrial part is shedding. That is the process in menstruation. Like if it's not, we are not getting pregnant, it will shed out. That is the okay. That particle will go and stick to other part of any of our organ, maybe uterus or some other part of organ. Не выходит, а может где-то остаться внутри и прикрепиться к каким-то внутренним органам, матке и что-то там. And it will cause bleeding from there. И это приведет к кровотечению. Which is not on the menstrual time. It's what is intermenstrual bleeding. И приведет это в итоге к кровотечению вне менструации. Understood? So this is endometriosis. Это So, эндометриоз. persons who are using, ladies who are using tampons, please avoid it. Try to use napkins more. Try to change it every 4 hours. And as per Ayurveda, it's very good that during menstruation, if you take a warm water bath in the morning and in the evening, especially during menstruation, утром и вечером, it will be very good. это будет достаточно. And it is advised to take rest, especially during menstruation, И советуется отдыхать, если говорим and менструации, avoid strenuous exercises. и избегать сильных тяжелых Do you practice упражнений. yoga during menstruation? Занимаетесь ли вы йогой во время менструации? Never do it Никогда не делайте. For 3 days, until the secretion stops. пока не остановится кровотечение, выделение, йогу не следует делать. So especially when we are teaching, like when we are taught yoga, like we are not supposed to perform any of the asanas. We'll just sit on the back and we will see others doing, like because at that time yoga is prohibited. То есть когда мы учились йогой, в институте мы изучали йогу, когда-то в эти дни мы не занимались, просто сидели в сторонке, смотрели, как остальные практикуют. So it's because it causes some of the gynecological problems like this endometriosis or То есть это some может привести к other понятию myoma йога or во some время other problems, менструации, because может привести к гинекологическим проблемам, uterus and the эндометриоз, gynecological миома, organs are not supposed to strain during menstruation. потому что все вот эти органы, матка и другие женские органы, они не должны получать какую-то нагрузку во время менструации. Even walking for a long time should not be done, not more than 30 minutes continuously. Даже прогулки больше, чем 30 минут продолжительностью не должны совершаться. So, but it's not possible, but at least you can walk, no problem, but Ну, конечно, doing это yoga. невозможно этого избежать, может сходить, но No, why nowadays these problems are more? Because we are not obeying any of these, right? Потому что мы не следуем никаким из тех правил, которые я перечислила. Do we? Правильно? Полежать Согласна? бадхаканасане во время месячных можно? Вы сейчас Бадхаканасана. Лежать. Is it okay to lay down in Bhakata asana? Yes. Во время Just lie down? menstrual period? Yeah, that's why we will either lie down on this asana or just leisurely, just watching people doing asana. That you can do because you will get a mind relaxation. Можно смотреть, как другие занимаются йогой, или лежать, или лежать вот в этой асане, которую вы упомянули, потому что это помогает расслабиться умом. Покажете? No, because of this lack of курсе, я им показывала.
Because this lack of rest during menstruation Вот этот недостаток отдыха, полноценного времени менструации, is creating so many complications in our он как body. раз и приводит ко всем этим проблемам, сложностям нашей Whenever теле. I get time, I will go and lie down. Когда у меня будет минутка, я всегда иду и Whenever ложусь. I'm having menstruation, Во till время now it's периода here it's менструации. also, whenever I get time, I'll go and lie И down. здесь, там, где бы я времени нашла, I иду и don't find ложусь. any shame in that. И никакого стыда не испытываю при этом. Because my body needs rest, it is understood by me only, Потому nobody что else. моему телу требуется отдых, я это понимаю, никто больше не понимает. Nobody other cares about your having menstruation, you should lie down. Вообще Only we ourselves know. никого Like, we другого should, это не our беспокоит, body они needs даже не rest. знают, что у нас есть менструация сейчас, а мы знаем, что мое тело сейчас мне нужно отдохнуть. So one should think of То yourself. есть вы должны о себе подумать и заботиться. Okay. Ну, европейская медицина, наоборот, везде пропагандирует. Ну, я согласна, что это не совсем правильно, просто нас изначально со школы сказали, что не менять образ жизни, тампоны это абсолютно безвредно, то есть я вот по себе смотрю, как у нас девочки в школе приходили к нам пропагандировать. В рекламе тоже говорили, что все это не менять образ Они жизни. должны оправдать, поэтому они скажут, что You change your lifestyle during these days, and tampons are very good. They propagate this in school and stuff like that. It's all by some companies. Это who все are- компании, yes, которые who's- производят it's not всё это it's not дело. that doctor, actual scientist won't allow this. Но настоящие ученые, они за это не Ну, капают. гинекологи наши российские тоже говорят, не Ну, особо они на менять всеке образ жизни. работают. Our Russian gynecologists, they agree with that. Не все. It's Not but- all of them. Yeah, but because the companies, they should promote their things Конечно, like for компаниям tampons every day they are нужно making рекламировать things, so свои they should, товары, продвигать их, и они это they are делают. behind doctors. Они стоят за Yes. докторами. Now, have you seen like when you are going to visit a doctor, there are so many representatives from different companies coming to visit and like Можно иногда take прийти my- к врачу и take my видеть, product, что my там product, I will give you присутствует this much какой-то percentage агент, of. он говорит, вот мой, пожалуйста, Everything рекламируйте is мой товар, business я вам nowadays. процент дам. Everything is business nowadays. Сейчас все превратилось в бизнес. Even doctors, I hope. Доктора. Заинтересованы в пациенте, а не самом человеке. И medicine is interested in ill person, not in yourself. В советское время, помнится, был такой момент, мне рассказывали, что женщинам выдавали даже больничные на 3 дня. During story time, Очень хорошо. Я жалею, что сейчас такого нет. много было ladies at work during this time. Really, that's very. Да, это было хорошо. Правда, В некоторые том обществе, где мужчины считают, что у женщин такой что как будто нет личных, Нет, она в любое женщина время вообще погибнет. равно. Просто некоторые женщины считают, что это как-то неприлично пойти начальнику сказать, что вот у меня тут Месячная дайте мне Ну, больничный. большинство Я считаю, что это мужчин нормально. понимают. К сожалению. Потому что они сами это не переживают, они не Men знают, should что not это Переживают understand их this. жены. Да, и Да, они да. считают, что это Yeah, that's норма. what I said. Men, nobody else understands. Да, я и говорю, что он никто не Only- поймет, только Only я. the same В одном person. мужском журнале было такое описание, там журналист писал, говорит, мне моя подруга объяснила, что такое месячный. Представь, что тебе каждые 10 минут будут бить по промежности, а через каждые 20 минут тебе что-то будет Pain. выливаться. Тебе понравится? Нет. Вот и все. Он все понял и отстал от меня. Okay, so our next problem is Следующая проблема licoria. ликория. Малыш. So I think everybody have faced in once in their life this Думаю, problem. что раньше в жизни каждый, скорее всего, с этим сталкивался. So there are two types of licoria, Есть два типа, physiological and pathological. физиологическое и патологическое. Physiologically happens during ovulation На физиологическом это происходит во время овуляции 1 or 2 days before menstruation или до 2 дня до менструации, and even during sexual intercourse. или во время близости. That's all physiological. You don't need to get panic when it appears on ovulation time, 2 days before menstruation, То or есть, если это it's normal. происходит во время овуляции, за 2 дня до менструации или во время близости, то есть нормально, не It's нужно body's паниковать. normal mechanism to Это механизм тела, wet the vaginal area. который помогает увлажнить область вагины. But when it becomes pathological or inflammatory condition, Но когда это становится патологическим или воспалительным процесс происходит, the consistency of the fluid coming out changes. то меняется состав выделений. Before it is like name itself, molochnitsa, it's like milk. То When есть, it is physiological.
На физиологическом, когда кстати, это происходит, молочница называется молоко. When it changes into pathological condition, А когда патологическое, the consistency changes to either like a kefir, like a torek, sometimes or yellowish also. то есть состав он похож на кефир, на творог или даже желтоватого цвета. So if the consistency is any of these three, what I said, То есть если выделения они вот так выглядят, как я описала, you can think it is some sort of inflammation condition happened in the body. то можно подумать, что скорее всего какие-то воспалительные процессы происходят в теле. So it may be due to some bacterial infections, Это может быть какая-то бактерия, инфекция, some sexually transmitted diseases, или какие-то заболевания, передающиеся половым путем, or some inflammations in the pelvic, it's like a pelvic inflammatory disease. или какие-то воспалительные заболевания в области мамонта. So the main symptoms associated with these: И основные симптомы, которые связаны low back pain, боль в пояснице, itching in the vagina. Itching. yes, What is itching? Scratching. чешется, да, раздражение в вагине, Yeah, scratching in the vagina. раздражение зубка. And of course, very important factor is constipation. И очень важный факт – это запоры. Persons who are having a frequent constipation is more prone to get leukorrhea. Женщина, которая часто запора, она более склонна к тому, чтобы заболеть лейкорией. So, what can be the causes of this leukorrhea? And why this leukorrhea occurs? И каковы причины возникновения этого заболевания? So, it can be due to hormonal imbalance, of course, Дисбаланс гормональный, improper food habits like more intake of salty, savory, and spicy foods, привычки к питанию, чрезмерное употребление кислой, соленой, острой пищи, improper hygiene like not proper washing of vagina every day, неправильная гигиена, несоблюдение чистоты, то есть омовение каждый день в этой области. some, of course, some immunity problems. People who are very low immune is more prone to get leukorrhea. С иммунитетом, у людей со слабым иммунитетом больше склонность к этому заболеванию. Another important disease is anemia. Those who are having anemia is also prone to get leukorrhea. Они также склонны к тому, чтобы заболеть этим заболеванием. And if there is some local injury around the vagina. Или какие-то местные, не травмы, а как Local injury. injury, I know this word, but Локальное изменение. не изменения, а порезы или как это называется, не травмы, а как-то разрушение. Ну да, в области вагины какие-то. So in this case, there are some home remedies which you can do. Есть домашние средства, которые могут нам помочь. First thing, if there is constipation, try to do everything to relieve constipation. В первую очередь, если есть запоры, нужно сделать все то, чтобы они прошли. Try to take fiber-rich food, Пищу богатых клетчаткой. like whole cereals, Например, цельнозерновые, like гречка, ячновая, каши. yeah, kasha of any of this, or try to take more a bowl of cooked vegetables every day. И каждый день вы кушаете чашку приготовленных овощей. Овощей doesn't mean only pomidor and agurics. Овощи не значит только помидоры. It should be included everything like Должно все туда makav, свекла, кабачки, тыква, broccoli, картошка, цветная капуста, everything. So it should not be either kapusta. No, people here only know. Yeah, I take vegetable. I take pomidor. I take люди здесь agurics. говорят, да, я кушаю овощи, А помидоры. если нельзя принимать сырые овощи, вы не принимаете? Не сырые, Почему? приготовленные. Приготовленные овощи. Сырые, Very ничего important. не. Очень важно, Everyone чтобы is, обязательно приготовленные. Legs are aching. Please keep your legs Если у straight. кого-то ноги болят, выпрямляйте их, чтобы кровообращение If было. please, Я был за стойкой, допустим, мало you can sit close to wall so that you Можно can прислониться к стеночке и расслабиться. Are you okay, everyone? Как всем удобно, вообще удобно. So first one you can boil chichivitsa Можно сварить чечевицу
and take that supernatant fluid И бульончик вот этот вот напитательный попить daily for 2 weeks. каждый день 2 недели. Овощной бульон, да? Чечевица. Настой. Настой нужно? Или Chichivitsa, like take some 1 cup of chichivitsa, 1 small cup, like this, Вот такую чашечку чечевицы берем, and take water, like around half a liter, пол-литра воды, boil it все варим, until it boils, like пока закипит. when it is like when you making for a tea, Как, have you seen? как чай, например, в Индии делают. Видел Like we are кто-нибудь? boiling water and then Воду we are вскипятили и so снимаем. just boil it Просто вскипятили, and leave it for оставляем, making cool, like пока остынет. not so cold, Не холодная, а Warm просто остынет. Теплая вода будет. and drink that supernatant fluid only. Супернутик. Like Ну вот эту жидкость просто clear без самой water. чечевицы, Leave чистую it водичку, чечевица and всё drink that оставляем, water. да, вот этот вот бульончик, yeah, настой, very good. отвар. So it's one of the very good practice. Это хорошая очень практика. Next, otherwise you can douche or wash the vagina with a decoction of tribala. Также можно омывать влагалище с помощью отвара трифолы. Triphala. Everybody knows about triphala. Про трифолу слышали, да? You can get triphala powder in any of the Ayurvedic shop. В любом Or Indian shop. индийском магазине можно Take трифолу найти. yeah, take 5 gram of triphala, То есть 5 boil in грамм 1 порошка or 2 liter берем, of 2 liters of water. в 2 литрах воды 5 грамм. Just boil it. Just boil it, Просто кипятим. and either you can wash your vagina with that Или water, можно с помощью этой воды омывать влагалище. or you can put it in a tub and sit on it. Или можно... That will be more good. Sit like pour on a tub or yeah, and just sit on it. И, ну, тазик, да, тазик, и на голову. Yeah, in something Ну да, в where you тазик can налить sit. и просто посидеть в этой воде. So that will be also good, more better. You can даже you can лучше. sit for 10-15 minutes. 10-15 минут можно So посидеть в those этой who are воде. having leukorrhea, this is the best practice of correcting it. Это помогает тем, у кого есть молочница, очень хорошо от нее избавиться. Instead of triphala, you can also use bark of fig tree. You get it? Фиг. Fig. Также можно использовать вместо трифолы кору фигового дерева. жира, Fig. Фиг и жир. Да. смолку. Not injir. Не Bark. самый жир, Bark его of кору. tree. Кора Yeah. дерева. Or banyan. You don't get here. Ну, баньян здесь вряд ли добудем. Or the other step you can do, Еще один шаг можно сделать. soak 10 gram of coriander, dry Замочить coriander, 10 грамм сухого кориандра. in 100 ml of water. Сид. Кориандр Yeah, сид. coriander seeds you get. Да, кориандр сид. In 100 ml of water 100 миллилитров воды overnight на ночь. and drink in early morning, И пить рано empty stomach на дошак for 7 days. 7 дней. This everyone can practice. Easily Каждый available может. coriander. Очень легко доступен кориандр, каждый может это делать. You can replace coriander with fenugreek. Можно заменить шамбалой по жидкости. Какой, извините, объем еще раз? How much? 100 gram. 100 грамм? 100 gram dry coriander in 100 ml of water. 10 gram. 10 грамм. 10 gram in 100 ml. 100 миллилитров 10 грамм. А вода горячая? Hot water? Salt and hot water? Yes. Да, Overnight. на ночь. А шамбалу это листья брать или вот Fenugreek фенигрик? seeds. Fenugreek can be done like this, or you can make a tea with fenugreek. Because we have leaves or seeds of No, fenugreek. seeds. Семена, Fenugreek. семена. You can do like you can prepare like fenugreek, just boil and make it a tea form. Можно It can be drink, вскипятить тоже семена шамбала и как чай пить. or it can be also used for washing the vagina. И также можно использовать как и трифолу для омовения влагалища. These are some home remedies like Это вот такие домашние unless you средства. have any serious sexually transmitted disease or some serious infections,
Если они подходят, в том случае, если причины заболевания не какие-то серьезные. Some of this internally and externally will help you in such инфекции. conditions. Internal and external of any of these forms which I told can help you in this condition. То есть вот то, что я описала, внутреннее или внешнее, оно может помочь, если причина заболевания не является серьезными инфекционными. So you can tell it to your friends or anyone who is having the problem. Можете рассказать вот об этом своим друзьям или кому-то, у кого есть эти проблемы. Next, one of our important symptom is itching in the vulva. Itching in the Следующий vagina. симптом это зуд в области влагалища. Зуд, раздражение. Usually, like it can be the usual reasons are the chemical irritants, А обычно это связано с like detergents, fabrics, like douche, с реак- ointments, creams, с реакцией на химические элементы, которые могут быть в ткани или в кремах, в мыле и так далее. or some contraceptive forms or jellies usually using. Или какие-то используются This контрацептивные is one of the side effects or complication of формы, our. гели и так далее. So this is a complication of our contraceptive forms or jellies, as well as the fabric. Somebody like someone who is using other than cotton inner garments can cause this То pruritus есть нижнее vulvae. белье, которое не хлопковое, тоже может к этому привести. And of course, Контрацептивные всякие средства. and of course, like people who are gradually, regularly taking of hormonal pills, Или у людей, которые на постоянной основе принимают гормональные препараты, or antibiotics, антибиотики, contraceptives, контрацептивы, yeah, and of course a weakened immune system. или слабая иммунная система оставленная. So in the such cases, what are the things we can do? We can Что мы usually можем сделать? avoid a colored or perfumed toilet tissue paper. Избегать туалетную бумагу, которая рамбулирована или окрашена. So usually we have a practice, like everyone saying, like it's better to use a wet tissue, Лучше всего использовать влажные салфетки. but wet tissue is not good А because точнее, здесь практика такая, что the люди chemical используют used in it влажные салфетки, но их лучше не использовать, can потому cause что this в них pruritus используется vulvae. всякий химический состав в них есть, и это может привести как раз вот этому Tissues will cause what happens is the chemicals in the tissue that will alter the normal basic pH of the vagina. Vagina has got a pH баланс pH. влагалища So нарушает whatever chemical we are вот adding эти will alter the все pH химические элементы, которые вот химия, которая And- содержится, она and добавляется, it will и be prone for getting candidiasis это может привести к кандидоз. because it is that pH of the vagina which is preventing from getting any of the fungus or Потому что вот этот bacteria неправильный into the баланс vagina. pH, он как бы предупреждает возникновение таких заболеваний. And so only white should not be colored. White dry toilet tissue paper is the best one. То есть лучше всего использовать не влажную, обычную туалетную бумагу, не окрашенную, не ароматизированную. And avoid like ladies who avoid feminine hygiene sprays or some hygiene douches, any creams or something. They said yeah, it is all like medical, but still they have some chemical irritants. И лучше всего избегать всякие вот эти гигиенические средства, там крема или какие-то гели, которые некоторые женщины используют, потому что там тоже химический состав какой-то есть. Especially change the undergarments at least 2 times a day, in the morning and in the evening. И белье нижнее нужно менять минимум 2 раза в день, утром и вечером. Because even if it is cold outside, when you're wearing so many clothes, like one or two, like a cabbage, Даже если на улице холодно, и мы носим много одежды, как капуста, sweating happens in the inner area like this. то вот в этих области, в эти тоже потеет такой область. So there also is a chance of getting candidiasis and infection very easily. И из-за этого также можно легко может возникнуть So in this case, молочник. at least wash with soap and water 1 or 2 times a day, in the morning and in the evening, То есть and change your undergarments.
Нужно менять белье минимум 2 раза в день, и также с водой и мылом мыть эту область. And after toileting, like passing stool, И после упражнений кишечника please wash from front to back. нужно омывать всю эту область водой после упражнений кишечника. What about soap? Why is using soap? Mild soap, very important. Mild soap Должно or быть any Ayurvedic soap if you have. Какое-то такое очень нежное мыло, юридическое Don't go for a like a high chemical or irritant soap. Very mild soap, Ayurvedic soap. Something with a neem is best.